Доброе утро, друзья! Вчера вечером я не заснял установку лагеря. По той причине, что только я установил палатку, как пошел ливень. Я забрался внутрь и готовил ужин и кушал уже внутри, больше не вылезая. А под утро меня ждал огромный сюрприз. Готовы увидеть какой? В горы пришла зима! Мы верим, что есть свобода, пока жива мечта. Верим в свою свободу, и будет так всегда. Да, зима, конечно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Буду готовить, прям не выходя из палатки, так же, как и вчера вечером. Самое неприятное, конечно, в этом во всем, что вчера вещи все абсолютно промокли, а сегодня замерзли. И, соответственно, очень холодно. Ночью я залез полностью в спальный мешок, с головой свернулся калачиком и прям на грани замерзания спал. В общем, жесть лютая. Спальник на 0, а палатка вообще летняя, то есть она вот с таким вот огромным входом, соответственно, из нее все тепло выдувается. Ну и куртка гортексская Red Fox, это штормовка, ветровка. Помните, я всегда говорил, что ни капельки не завидую вам своих теплых постельках или на теплых диванчиках возле телевизора? Ну, не знаю сегодня, конечно. Сегодня лютый холод. И, возможно, чуточку зависти все-таки есть. Но я кремень, и я ее поборю и пойду вперед, несмотря ни на что. А вообще, очень холодно. Да, не знаю, как я выживу здесь еще 3 дня как минимум. Но слезы от холода из глаз льются. А вот так вот выглядит мой лагерь. Моя палаточка. Сейчас я ее собираю быстро. И в темпе отправляюсь дальше. Хорошо, что я в последний момент, прямо перед выездом, буквально за 2 часа сходил в магазин рядом с домом и купил перчатки. До последнего сомневался, пригодятся, нет, но пригодились. Пока собирал палатку, уже перестал чувствовать пальцы. И это просто кабзда. Я не знаю, ребята. Зимний поход с летним снаряжением в мои планы не входил. Очень холодно. Даже несмотря на то, что я иду, я мерзну. А у меня больше ничего нет надеть. И это, возможно, не самая холодная ночь, а может быть только начало апокалипсиса. И тогда я не знаю, что делать. Переночевал я на грани, как я уже говорил, на грани дозволенного моего спальника. На одежда. А по одежде я эту грань уже перехожу. Вон все замерзло, лужи замерзли. Снега в некоторых местах чуть ли не по колено. А я иду в горы, все дальше и дальше от цивилизации. Похоже на бред. Похоже на бред. Так делать нельзя. Кстати, давно заметил, вроде ни разу не показывал, что в этих вот крымских лесах деревья есть весьма причудливой формы. Смотрите-ка. Какое дупло. Похоже чем-то со стороны на пасть акулы. А вот наткнулся на интересную табличку. Написано «Воспроизводственный участок». Здесь что-то воспроизводят. Или кого-то воспроизводят. Да, ну вот. Такие вот загадки, квесты попадаются.
А, кстати, вот эта тропа тоже маркирована. Как раз напротив значка воспроизводственный участок есть стрелочки на деревьях в нужном нам направлении. Вот туда. От снега и мороза, безусловно, тоже есть своя польза, если бы не было так холодно. Ну, во-первых, это то, что снег и мороз сковывают грязь, и уже не идешь по колено в грязище, как свинтус. А во-вторых, нет ощущения сырости, как при дожде. Есть плюсы, есть минусы, а по итогу в такую погоду, что в дождь, что в снег и мороз, идти по пешеходной тропе — это удовольствие на грани мазохизма. Ну, точнее, это, собственно, он и есть в чистом виде, особенно с тем снаряжением, которое у меня. В одном месте тропа пересекает автомобильную трассу. И, собственно, здесь установлен вот такой вот старинный троллейбусик, который ходил здесь, видимо, до Ялты. Первый привальчик после ухода с лагеря. И с отдыхом тоже есть некоторые проблемы. Когда снимаешь рюкзаки и встаешь, то сразу же начинаешь сильно замерзать. Поэтому отдохнуть больше 10 минут, наверное, не получится. Хотя спина ломит уже довольно сильно. Ну, значит, буду отдыхать маленькими, коротенькими порциями, чтобы не успеть охладиться. Потому что когда идешь, а стараюсь я идти более-менее быстро, удается вроде пока хоть как-то согреваться. Ну, конечно, не тепло, не жарко, но терпимо. Вот, а когда садишься, то, ну, точнее, встаешь, то сразу чувствуется зима. А вот на дорожке мне попался монумент. Это памятник строителям дороги Симферополь-Алушта. А рядом с обелиском ребята с металлоискателями перекапывают землю. Не знаю, вон они, почему именно рядом с обелиском и что они планируют здесь найти, но факт остается фактом. Усердно копают двое чуваков. Ладно. А мы с вами движемся дальше, друзья, невзирая на зиму, снег, холод, вьюгу, ветер и другие опасности, которые коварно поджидают нас с вами на нашем пути. Продолжая тему деревьев, нам с вами попалось вот еще один интересный экземпляр. Абсолютно пустой внутри и с такими витиеватостями и отверстиями. Очень смотрится интересно. Ку-ку! Здесь можно залезть и жить.
индейский вигвам, можно сказать, природного происхождения. А вот рядышком еще одна вариация на тему скрученного дерева с разнообразными в нем отверстиями. Не знаю, как это еще сказать. В общем, дерево причудливой формы. Еще один привальчик в супер живописнейшем месте. Прямо за мной глубокий каньон, а на другой стороне красивейший горный хребет. Собственно, наверное, туда, туда и лежит мой путь. Поднялся еще чуть повыше, и взору стали открываться классные виды на соседний горный хребет через каньон. Ну а у нас с вами на несколько минут вышло солнце. Конечно же, оно совсем не греет, но хотя бы светит и немножко поднимает настроение. Моя тропинка вышла к краю обрыва, и можно лицезреть прекрасные панорамы соседней горной гряды через ущелье. А вот там видно, по-моему, Семидорье называется населенный пункт, и Черное море. Правда, над морем все небо затянуто багровыми тучами. Блин, ребзя, тропа ушла вообще в козью тропу, как я люблю говорить. Совершенно по склону горы. Тут завал из камней. Ой, и очень-очень неприятно идти, скользко, и в любой момент можно навернуться, тем более с моей ношей и поклажей. Очень бы не хотелось, чтобы пошла прям совсем узкая тропа по краю обрыва. Тогда мне будет очень тяжело и стрёмно идти. Она, собственно, и сейчас идет по склону обрыва, но все-таки тропа превратилась в козью тропку, и здесь стало просто нереально уже просто идти, только если на карачках. Это вообще такие спуски и подъемы через каменные валуны. Я вчера, кстати, перед выходом на эту тропу посмотрел фильм «127 часов». Кто не смотрел, очень рекомендую. Так вот, там по сюжету парнишка отправился один в каньон, провалился в расщелину, и ему камнем придавило руку. И вот он несколько дней боролся за жизнь. В итоге так и не смог освободиться. Ему пришлось отпилить руку ножом. Ну и потом уже выбраться к людям. В общем, но суть в чем, что именно этот фильм я посмотрел, и сейчас вот добавляет, так сказать, острых ощущений моему походику. Ху-ху-ху-ху! Вы только посмотрите на окружающую нас с вами красоту. Я снова король мира. Ну и вы тоже со мной, кто смотрит, принцы нашего с вами необъятного горного королевства. Поэтому лайк ставьте обязательно, с друзьями делитесь, вступайте в наши ряды. Фу. Красотища. Только ветер, конечно, сдувает. А так обалденно. Горы, конечно, сила.
Ребята, девчули, смотрите, какая грандиозная и массивная скалка на заднем плане у нас выросла. И на ней запросто можно позаниматься альпинизмом. Дошел до развилки нескольких труб. И здесь установлен вот такой вот штендер, на котором рассказано про памятник регионального значения пещеру Ман. Собственно, вот сейчас я думаю, идти мне через пещеру или подниматься по тропе, которая обозначена на Maps.me. Дело в том, что вот та тропка, которая идет через пещеру, она короче, но в картах есть примечание, что там вроде как опасное место по краю обрыва. А та тропа, которая указана на Maps.me, она дальше, но безопаснее. Вот. Ну и как вы думаете, куда мы с вами пойдем? Конечно же, мы пойдем по короткой и опасной тропе. Как пел все тот же Владимир Высоцкий в своих песнях. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Ну что я могу сказать? В принципе, действительно, тропа весьма опасная. Не зря там это примечание написано. Здесь она очень-очень как бы узкая и идет по камням. А камни, особенно сейчас, после дождя, снега, очень скользкие. И соскользнуть действительно вниз очень легко. Вот, и уклон, конечно, здесь разный. Вот. Ну вот бывает, как сейчас, более-менее пологий. И если урвешься, то будешь долго кувыркаться, но жив, скорее всего, останешься. Но вот сломать что-то можно. А вот бывает и по отвесней. Места, где, если сорвешься, то уже костей, как говорится, не соберешь. Так что тропка реально опасная. Снимаю сейчас мало, потому что карабкаюсь просто по отвесной стене вверх на 4 конечностях, потому что это просто какая-то жесть. Подошел к скальной стене какой-то, и здесь, собственно, должна быть где-то уже искомая пещера, о которой было написано на информационном щите в начале вот этого вот отворотка тропы. Но это просто жесть. Вот оттуда я иду, и вот, соответственно, тут даже больше, чем 45 градусов. Просто почти отвесная. Отвесный склон, и тут еще тропа перевалена деревьями большими, и приходится вообще обползать их, потому что не перешагнуть. Сейчас случился мега факап. Та тропинка, которой я пошел, уходит вниз в ущелье, а не вверх на скалу. Соответственно, это неправильный путь. Я понял это, пройдя порядка 2 километров. И пришлось возвращаться назад. Вот сейчас я уже нахожусь у этого знака злосчастного, который, кстати, падла, показывает именно туда, куда я пошел.
Но к пещере там нельзя прийти. И, собственно, вот я вернулся 2 километра назад и отдал все силы. Фу. А самая сложность в том, что сейчас уже 5-й час, и через час станет темно. И даже если я сейчас поднимусь вот по этой правильной дороге вверх, то там не будет зоны леса. И, соответственно, если поставить палатку, то ее оттуда сдует. Первый мой такой жесткий факап на этой тропе. Ни разу не путлял. Но если отклонялся от курса, то совсем на чуть-чуть. А тут жестко попал. Надо срочно ставить палатку и отдыхать. Сил не осталось вообще. Ну что ж, принял решение ставить лагерь. Спустился чуть-чуть в зону леса еще с тропы. И установил палатку. Я здорово промок. Ну, в смысле, вспотел, когда поднимался. А сейчас резко похолодало и прям очень холодно. Сейчас первым делом горячего чая, потом залезу в спальный мешок, отогреюсь, а потом буду ужинать. Наверное, снимать уже ничего не буду, уже потому что сел 3-й аккумулятор. Сейчас поставлю все на зарядку. И увидимся тогда с вами завтра утром. Ну, а мне пожелайте не превратиться ночью в сосульку. Доброе утро, мальчишки и девчонки, а также их родители. Узнать, что снаружи, не хотите ли? Сегодня вообще жесть. Мало того, что снег шел ночью, так еще и все в тумане, в дымке. Гор даже не видно, хотя они совсем рядом. Плюс к этому у меня задубели ботинки. Они вон, ну просто каменные. Поэтому сегодня я буду действовать по тому же принципу, что и вчера. Не выходя из палатки, готовлю завтрак. Быстренько собираю все внутри. И только после того, как упакуюсь, все кроме палатки, выскакиваю наружу, складываю палатку и выдвигаюсь сразу в путь, чтобы не успеть замерзнуть. Ну вот снова этот злосчастный указатель, от которого я вчера ушел не по той тропе. Вот. Сейчас я к нему вернулся и начинаю свой подъем уже по правильному пути. В пещере спускаться не буду, потому что уже нет времени на это. Да и, собственно, погода – это просто жуть. В такую погоду, конечно, в горы соваться – это, ну, такое бредовое занятие, прямо скажем. Потому что видимость, ну, не знаю, метров 50 максимум. И все очень скользко. Поэтому не повторяйте эти глупости. Вот. Ну все, пора двигаться. Ползу вверх и отчетливо вспоминаю Таиланд с его жарким солнцем, теплым океаном, коктейльчики, смузи, опять же по первому требованию, охлажденные фрукты. Но нет, всего этого нет, зато есть уже суровая российская зима. Даже в Крыму меня догнала, никуда от нее, блин, не спрятаться. А между тем мне все выше и выше в горы. Сейчас я нахожусь на отметке где-то 900 с небольшим метров. А тропа выходит на плато, которая 1200 с копейками. Так что предстоит Рубилово. Фу, какую же дичь я все-таки творю, Ребзя. Погода все ухудшается, видимость становится все меньше и меньше, а я пру все выше и выше в горы, где есть шанс заблудиться, потеряться, замерзнуть, сорваться со скал, в общем, пропасть и погибнуть. Ну, как говорится, слабоумие и отвага, и этим все сказано. А сейчас вот срезал тропку, тропа идет более-менее пологая вокруг, а я прям попер напрямик вот через, ну, в горку. Но это
Но это еще не все, потому что мне вон туда, и там даже не видно куда. Просто все в молоке. Ну вот, наконец-то я и поднялся в горку и вышел на плато. Чем-то похожее на то, которое было перед Алуштой. Только это менее каменистое. Виды, конечно, классные, но ветер просто леденющий и вымораживает абсолютно до костей. Поэтому, несмотря на всю красоту, буду идти быстро и снимать мало, иначе просто замерзну. Ух ты, неожиданно встретил лошадок. Случайно повернул голову в сторону, а тут небольшая стадо коняшек. Класс. Не знаю, как вы, ребята, а я конников очень люблю. И второй раз уже за этот поход думаю о том, что неплохо было бы сейчас взобраться на этого вороного друга и ускакать через всю эту зиму к солнцу и теплу. Вот так вот. Но нет. У меня пеший, честный зимний поход, и я должен пройти его собственными ногами от и до, все 500 километров. Конкретная зима, хочу вам сказать, меня поглотила. Снега уже местами по колено, и он все идет и идет и идет. Ветрисина еще никак не унимается. В общем, попадос полнейший. Конечно, зима не лучшее время, я вам скажу, ходить по тропам, потому что вот могут быть такие сюрпризы и капризы природы, как сейчас. Но зато это борьба, преодоление, перемога, как говорят украинцы. Проверка себя на прочность. Ну и возможность почувствовать все разнообразие и мощь, так сказать, природы. Ой. Ой, как хочется в теплую ванну, вы бы знали. Перед глазами прям встает тепленькая ванна, горячий чаек с шоколадкой. Но ничего этого нет и не будет еще ближайшие несколько дней. Ну, а ванны так вообще не будет. В Крыму что-то одни душевые в хостелах, да в отелях. Поэтому, возможно, только чай будет в награду отважным и смелым покорителям большой крымской тропы. То есть нам, друзья. В общем, сограждане, план такой. Сейчас я шел, долго думал, подмерзал. И вот что надумал. Сейчас отходит отворотка до Генеральского. Это всего около 5 километров населенный пункт. И я решил попробовать спуститься до него
и найти там недорогой гестхаус. Если у меня получится это сделать, то я заселюсь на одну ночь и посмотрю, какая будет погода завтра. И в зависимости от этого приму решение, двигаться ли мне дальше по тропе вверху, либо, может быть, спуститься к морю, проехать морем. Если же я не найду в пределах 500 рублей там ночлег, то я поставлю палатку рядом с этим самым селом Генеральское. И завтра уже утром пешком спущусь к морю. Оттуда пойду до Судака. Уже низом. Потому что, честно говоря, превозмогать все эти холодные ночевки и мерзнуть в мои планы не входило. Тут какая-то вообще жесть началась. Внизу, кстати, я сейчас спустился, несколько, не знаю, сотен метров, может быть, 200, 300, с 1200. И тут значительно потеплело. Прям ощутимо. Градусов, не знаю, может быть, на 5. Может быть, с минуса на 0. Как-нибудь вот так вот. То есть уже намного комфортней. Там прям отмерзали руки, отмерзало лицо. Здесь уже такого нет. Вот что значит сбросить высоту. Снег по-прежнему идет, но он уже мокрый, такой, хлопьями большими. И практически тут же тает. Вот, и если видно, даже на дороге здесь снега совсем чуть-чуть. Ну и в лесу тоже. Но дело даже не в снеге, а в том, что здесь намного теплее. Прям иду уже и кайфую. Там прям замерзал. Честное слово. И вот, пожалуйста, в доказательство. Лужа не замерзшая, открытая вода. Значит, сейчас плюс. А там, если лужи попадались на дороге, то они были замерзшие, не просто замерзшие, они уже даже меня выдерживал лед, когда я наступал. Вот такая вот разница температур, понимаешь ли. Ну ладно, мне осталось порядка 2 километров до села Генеральского. И сейчас буду испытывать судьбу, повезет с ночлегом, с гостевым домом или не повезет. Но учитывая, что сейчас не сезон, вообще может быть закрыто, учитывая, что это не возле моря находится поселение. Вот, и востребовано оно только в летний период, когда тут на водопады людей возят и по горным тропам тот же трекинг. Вот. Ух ты, утка взлетела совсем рядом. Или куропатка, что-то такое, не утка, а что-то другая птица. Вот, так. Во-первых, гостевые дома могут быть попросту закрыты, а во-вторых, если открыты, то могут ломить деньги. Это ж Крым. Нет бы, наоборот, делать скидки, когда не сезон, но это не по-русски. Ну, как и предполагалось, мой сельский вояж закончился ничем. Я обошел все поселение, зашел в эти 2 гостевых дома, но они, к сожалению, закрыты. А может и к счастью, зато сэкономил денежку. Тем временем я нашел полянку возле села Генеральского и уже устроился лагерем. Поставил на 5 минут горелочку, потому что палатка у меня вся абсолютно во льду, чтобы растопить влагу, удалить влагу из палатки и чтобы было в ней сухо. Хотя надо сказать, что вот здесь вот внизу на улице вполне даже тепло. Ну вот я в одной флиске, без куртки, сейчас 5 часов вечера. Вот, и чуть-чуть открылись вот вершины гор надо мной. Собственно, вот с той верхотуры я и слез только что. Задолбался в край. Ну, все, я на самом деле решение принял, пока шел. Подниматься обратно я уже не буду, потому что у меня был солнечный горный этап, у меня был дождливый солнечный этап, у меня был снежный солнечный этап. И думаю, этого достаточно, поэтому буду спускаться завтра к морю и пойду уже вдоль побережья. Будет морской этап. Как же все-таки здорово выползти из палатки и обнаружить зеленую травку и осенние листья вместо снега. Фух. На самом деле сегодня
теплый день, такой же, как и вчера. Я покидаю место своей стоянки и направляюсь в город Судак. Мы верим, что есть свобода, пока жива мечта. Верим в свою свободу, и будет так всегда. Сперва мне предстоит спуститься где-то 10 километров до трассы и морского побережья, а потом вдоль дороги я дойду уже до Судака. А вот с тех вот гор, которые виднеются вдалеке, я и сошел вчера. А вот если посмотреть на горные вершины, которые виднеются прямо по курсу, то там лежит снег. Соответственно, решение спускаться вниз было правильным. Сегодня бы я снова замерз, и идти по вершинам было бы крайне проблематично. А вот, кстати, виднеется село Генеральское, возле которого я и ночевал. Тут буквально метров 500. Вот в этой лесопосадке. Как же я все-таки рад, что спустился вниз, где тепло и более-менее сухо. Ну, влажность, конечно, повышенная, но дождя нет, и это радует. Сегодня я постараюсь добраться до Судака, и, надеюсь, меня там будет ждать теплый и уютный хостел или гостевой дом. Можно будет принять горячий душ, постираться, помыться, как следует отъесться чем-нибудь солененьким, типа квашеной капусты и помидор, пожарить картошечки с мяском. Ох, в общем, нахожусь в предвкушении всего этого балдежа. Перехожу речку Улун-Узены Восточный, которая течет вот со стороны водопада Джурджу. Может быть, собственно, он ее и образует. Так, ну, тем временем мы с вами вышли на дорогу сельскую и начинаем спуск к морю. Вот какие-то собаки меня облаивают. Главное, они сами боятся. Если начинаешь подходить, они тут же сматываются за калитку, но тявкают. А вот панорама села Генеральское с видом на горы. Да. Вот как раз оттуда, сверху, с этого пика я и спускался в село. Ну и, соответственно, какое село на Кавказе без, ну и в Крыму без УАЗика. Рабочая лошадка деревенских парней. Собственно, и для собственных нужд, и повозить туристов в горы и на водопады. Ну, а круче УАЗика может быть только Шишига. ГАЗ-66. Это вообще зверь. Лютый автомобиль. Проедет вообще везде. Класс. Ну вот я, собственно, и покидаю село Генеральское. А вон там впереди вроде как бы уже виднеется и море, если это, конечно, не облака. Хотя, наверное, облака, потому что море скрывается за горами. Сейчас у последнего дома кавказец красит заборчик. Поздоровался, говорит, откуда, куда, но сказал ему, что оттуда и туда иду. Вот, говорит, замерз. Я говорю, конечно, замерз. Вот, спросил, видел я лис. Почему-то, не знаю, я ему сказал, что лис не видел, а заячьи следы попадались.
Вот. Ну, пожелал мне хорошего пути. На сим мы с ним и распрощались. Так что вообще кавказцы очень вежливый народ на самом деле. Особенно в этом плане Грузия, конечно, впереди планеты всей. А вот и мы в одну секунду с вами, друзья, переместились на море. Все дело в том, что пока я шел на трассе, возле меня сами остановились местные и предложили подвезти. Я не отказался, потому что топать 10 километров пешком просто по асфальтовой дороге тупо неинтересно. Вот, собственно, оттуда я выехал. И вот эта трасса, которая идет вдоль моря в сторону Керчи. Здесь я сейчас либо остановлю автобус, либо тоже застоплю машину и доеду до Судака, чтобы сегодня уже гарантированно заселиться в хостел. Вот. Время терять не буду, потому что здесь, на этом побережье, сейчас ничего интересного не будет. Порядка тоже 10 километров где-нибудь мне осталось, так что доеду до попутки. А хрен там, как говорится, плавал. Постоял я чуть-чуть на остановочке, попробовал постопить, и никто не останавливается. Ну и трафик вообще, по большому счету, весь местный. На лавочке сидели две женщины, спросил у них, как насчет общественного транспорта. Сказали, что из Генеральского автобусом уехать в Судак нельзя. Вот. Нужно либо идти в Рыбачий, но там тоже редко ходят, либо возвращаться в Алушту и оттуда ехать. Ну, возвращаться назад, естественно, не вариант. Поэтому я сейчас иду в Рыбачий. Это где-то 6 километров, попутно пытаюсь стопить. Вот. Если никто не остановится, спрошу в Рыбачьем по поводу автобуса. Если там его не будет, отправлюсь дальше пешком. Ага. Ну вот, краснодарские все пролетают мимо. Несколько машин уже было. Но дорога тем временем идет над морем. Здесь такие красивые пихточки вроде бы. У меня, собственно, Рыбачья. Осталось где-то примерно километр. Сейчас я туда приду, справлюсь по поводу автобуса. Ну и продолжу стопить. Трафик очень низкий, машин мало. Как я уже говорил, все абсолютно местные. Проехало несколько из других регионов, но не остановились. Итак, сообщаю, что осталось за кадром. Я добрался до города Судак и заселился в гостиницу, которая называется Сураж. Вот, собственно, перед ней я сейчас нахожусь. Такой вот чудный дворик перед ней располагается. Но суть не в этом. Где-то примерно час я пробовал остановить попутку, никто не останавливался. И, наконец-то, мне повезло. Остановилась машина, в ней ехал мужичок с девушкой. И они ехали до Приветного. Это половина пути до Судака. Согласились меня подвезти. Ну, а потом им так понравилось ехать вместе со мной, что они меня довезли аж до Судака. А сами поехали в Новый Свет на вечернюю прогулку. Так что в этом плане мне здорово повезло. Но не повезло мне в другом плане, что хостелов здесь нет, ну точнее они все закрыты на зимний период. И самое дешевое, что удалось найти, это вот эту гостиницу за 1000 рублей. И самое неприятное, что у меня осталось только 2 более-менее теплых дня, плюс 5, плюс 4. И потом начинаются морозы ночью аж до минус 11. Вот сейчас я нахожусь в тяжелых раздумьях, собственно, что делать дальше. И ну и, как видите, капает дождь еще. Поэтому сегодняшнюю ночь я переночую с этими мыслями и приму решение. Ну, а сейчас я отправился в магазин, чтобы купить продуктов на следующие дня 3 моего похода, которые, я все-таки надеюсь, получатся. И вернусь отдыхать в мои апартаменты. По Судаку гулять не собираюсь, поскольку
Ну, собственно, это не тропа, и идет дождь. Мое первое и крайнее утро в Судаке. Я выселяюсь из своей шикарной гостиницы. Вот такие вот апартаменты у меня были на сегодняшнюю ночь. Всего за 1000 русских рублей. И направляюсь на заключительный этап пешего похода по Большой Крымской тропе от Судака до Феодосии. На самом деле у меня есть буквально 2 дня, чтобы дойти до места более-менее беспроблемно, потому что через 2 дня начинается уже большой минус, минус 7, а ночью до минус 11, и у меня абсолютно для этого не предназначено ни снаряжение, ни одежда. Так что я точно замерзну, поэтому до этого времени надо покинуть гостеприимный Крым и отправиться в теплый Сочи. Погнали! Итак, друзья, у нас с вами план такой. Сейчас я из центра города, с улицы Ленина, где располагается моя гостишка, выдвигаюсь в сторону моря и пробую идти по набережной максимально близко к побережью. Здесь могут нас с вами поджидать 2 нюанса. Например, перегороженная территория частными там отелями, либо же, как минимум, встретятся 2 заповедника: Карадакский и Меганом. Вот, соответственно, сложно пока сказать, смогу ли я там пройти, не нарвавшись на злостных егерей или лесников. Как водится, улочка к морю представляет из себя абсолютно частный сектор с разного рода домами и постройками. Вот. Много ведутся ремонтных работ. Что-то строится, что-то перестраивается. В общем, люди зимой готовятся к следующему летнему сезону. Вот. Кстати, сейчас на одном доме было написано вместо «сдается» «не сдается». Видимо, чтобы не заходили и не беспокоили. Что-то местами встречаются полные абандончики и дестрой полнейший. Да, запустение, конечно, адское зимой. Летом, наверное, здесь кипит жизнь, но сейчас все выглядит очень уныло. А вот за моей спиной на горке можно лицезреть Генуэзскую крепость, главную достопримечательность Судака. В крепости я бывал уже даже, по-моему, 2 раза, поэтому в этот раз заходить не буду. А наш с вами путь лежит вот туда. Там находится мыс Меганом. Иду сейчас по набережной и вспоминаю, что в прошлый мой приезд, по-моему, ее еще не было. Возможно, ее вот совсем недавно построили. Хотя в Судаке я был, наверное, последний раз лет 5 назад. Вот. А на море тем временем шторм. Волны бьются по волнорезы и приятно ласкают слух морским прибоем. А вот по левую руку от меня, кстати, находится санаторий военно-воздушных сил России. Здесь отдыхают летчики, пилоты, истребители. Нам, по идее, вот на эту вот скалу надо взобраться. Это и есть мыс Меганом. Но отсюда выглядит крутовато. Но по МПМСМИ тропинки вроде имеются. Сейчас посмотрим. Главное, чтобы там не было перегорожено в конце набережной и не пришлось разворачиваться и двигать обратно. Заметил, что немного заторможенно с вами общаюсь. Виной тому 2 причины. Сегодня встал рано, для меня относительно в 7 часов, чтобы успеть собраться, потому что вчера
разложил по номеру все вещи, чтобы они высохли. Ну и второй нюанс, что за плечами 5 дней автономки в горах, ночевка в палатке. И вот в Судаке я как раз планировал пробыть как минимум 2, а лучше 3 дня, чтобы отдохнуть. Ну и, как видите, не срослось из-за отсутствия адекватных по цене хостелов. И плюс погода поджимает уже очень сильно, поэтому пришлось выдвигаться. Спина ломит. Состояние общее такое подразбитенькое, поэтому экспрессии в подаче материала не хватает. Но буду стараться преодолевать. Осталось совсем чуть-чуть. Вот. И мы с вами завершим этот грандиозный, мега-эпичный поход. К этому моменту, кстати, я уже прошел, по-моему, больше 400 километров. В конце подобью маршрут. Так что 500 мы по-любому сделаем. 500 километров пешком с 40 килограммами ноши за плечами. Это, я считаю, достижение. Какое-никакое. И заслуживает лайка, репоста и подписки. Так. Ну, уже хорошо, что санаторий не перегородил нам выход. Сейчас попробуем прямо вплотную приблизиться к скале и посмотреть, есть ли там тропка наверх. Если нет, будем обходить. Ну, а тут по-прежнему разруха, неухоженность. Вот. Ну, собственно, что еще ожидать от Крыма? К этому я уже давно привык. Так, снова козьей тропкой между какой-то лодочной станцией и небольшим отельчиком пробираюсь в сторону скалы. Вот она впереди виднеется, родная. Ну вот, по наличию нескольких табличек можно понять, что я нахожусь в начале тропы в особо охраняемой зоне заповедники урочища Алчак-Кая. И начинаю, сейчас отдохну минут 10 и начинаю свой путь. А вон там на горизонте плывет какой-то сухогрузик, либо что-то наподобие, большое какое-то судно. Эх, сейчас бы я подумал застопить его и отправиться бы в Сочи. Ну ладно. Помечтали и хватит. Пора карабкаться вверх. Ну вот и первые метры подъема. Здесь у нас установлен знак «Осторожно, камнепад». Все как полагается. Ну да, камням-то есть откуда лететь. А вот там, сзади меня, у девчонок нудистская фотосессия. Вот так-то вот. Голышом на берегу моря. Ну, этот туристический маршрут прям облагорожен по максимуму. Установлены лавочки, урны, информационные и предупреждающие таблички, стрелочки, маркеры нанесены на скалах. В общем, такой лайтовенький маршрутик прогулки на пару часиков. Ну, а для меня это всего лишь маленький кусочек моей большой тропы. Весь маршрут, по-моему, протяженностью всего лишь 1 километр. Да. Думаю, что его я должен пройти довольно быстро. Даже с рюкзаком. Ну, а, собственно, отсюда открывается замечательный вид на Судак. Город предстает как на ладони. А вот
попалась табличка, говорящая о том, что дальнейшее движение по маршруту опасно для жизни. И нужно остановиться, развернуться и пойти назад. Но мы так не сделаем. Мы попробуем. Ага. Вот этот, кстати, мостик подписан как чертов на картах Maps.me. Короче, хрен знает. Не знаю, мост, конечно, такой себе. Блин, стрёмно. Он весь качается. Вот. Но вроде пока держится. Но очень стрёмно. Я еще вешу хрен знает сколько с этими рюкзаками. Ну, вроде прошел. Так, давайте посмотрим, куда там можно было урваться-то, если что. Ну, такое себе, конечно. Там, кстати, похоже, какой-то грот или пещера, в которую, естественно, можно только с воды попасть. А может и нет. Так, двигаемся дальше. Первое препятствие преодолено. Осторожно. Вот еще надпись «Осторожно, камнепад». Ну, собственно, вот над нами и нависает скала, откуда может что-нибудь прилететь. Надеюсь, здесь отливы и приливы не имеют значения, потому что может получиться так, что часть тропы будет затоплена во время прилива и, наоборот, осушена во время отлива. Но, похоже, здесь тропа идет довольно-таки высоко над морем, и такого, наверное, не произойдет. Ох, скалки, блин. Скалки надо быстрее проходить, пока что-нибудь на голову не прилетело. Не зря же здесь стоят эти предупреждающие таблички. Не просто так их нарисовали, блин. Еще дорога скользкая. Сыро, потому что после дождя. Еще надо смотреть, чтобы нога не поехала и не урвался вниз. Фу. Но в целом живописненько. Вот тут непонятно. Вот тут непонятно, куда тропа. То ли вверх, то ли вниз. Вот здесь вот вообще не похоже, что есть тропа. Наверное, вверх. Да, вот это больше. Вот это более похоже на тропу. Но, блин, вот здесь, конечно, осыпуха уже конкретная. Ну что, вот и засада, блин. Приходится на четвереньках лезть, а вот тут вообще жесть. Рюкзак перевесит и улетишь вниз. Ладно, выключаюсь камеру. Пробую преодолеть эту засаду. Но тут очень круто и скользко. Прям поползу. Но, а как по-другому? Что-то как-то боязно становится. А он, кстати, в расщелине булыжник охрененный застрял. Вот он, если рубанется вниз, будет жесть. Ну вот, смотрите, как приходится идти. Тропы здесь, по сути, блин, вообще нет. Здесь какая-то просто склон. А вот впереди уже виднеется мыс Меганом. Собственно, это следующий пункт нашего назначения.
Только надо успешно форсировать. Блин, я еще не разделся перед тем, как пошел по этой тропинке. Думал, что у моря будет сильный ветер. Но оказалось, что ветра нет. И я жутко вспотел. У меня со лба течет пот, заливает глаза. И, короче, блин, жесть. Вот здесь вот как здесь идти? Твою мать! Здесь вниз урваться вообще не проблема. Щиты дерева у меня. Рюкзак совсем цепляется, блин. О, жесть. Блин, сколько сразу разных веселых «если» в голове всплывает. Если сорвешься и упадешь. Если сверху отколется и грохнется булыжник. Отклонился немножко от тропки, которая рисует Maps.me, чтобы спуститься пониже к морю. Ну, во-первых, это покрасивее, а во-вторых, если что, меньше лететь вниз. Так что, ой, ну вот о чем я и говорю. Сейчас бы случился полет, твою мать. Блин. Ноги оставлю подпружиненные, а все равно ботинки едут, потому что мелкие камешки, осыпуха это, за нее ничего не держится. Фу. Ну вот сама тропка идет вот там вот под самой скальной стеной. Так, мне похоже сюда. Чем хороши места от Судака и до Керчи, так это тем, что здесь как раз, наверное, самые дикие места в Крыму. Ну, если не считать побережье вот Севастополя, Балаклавы, но там зачастую к пляжам подобраться нельзя, потому что обрывы. А вот здесь вот прибрежная полоса довольно дикая, вот, не застроенная отелями. И можно запросто путешествовать именно с палаткой. На этом побережье, кстати, много кемпингов автомобильных, где можно приехать и встать на берегу моря. В нескольких из них я останавливался, когда на машине путешествовал по Крыму. Ну и когда на байдарке тоже обплывал Крым по кругу, тоже причаливал в очень классных местах. Вот одно из таких мест — это Лисья бухта. Я должен буду ее проходить. Мне она вот больше всего как-то запомнилась по своей, скажем так, какой-то атмосферности и дикости природы. Вот. Море там было чистое очень, горы со всех сторон. А пока, собственно, продолжаю свой путь по заповеднику Алчак-Кая. Ну а тропинка, между тем, спустилась вообще к морю и идет прям по берегу. Посмотрим. Вот тут как раз тот случай, чтобы не сыграл роль прилив. И вообще, в принципе, можно было бы пройти. Но вот насколько отсюда видно, волны добивают почти до самой скалы, но там, скорее всего, можно проскочить. Сейчас попробуем. Ну и как только я спустился к морю, конечно же, меня обдало вот этим вот соленым, свежим морским бризом. Кстати, сейчас уже 11 часов дня, и хотя солнышко так и не вышло, но значительно потеплело. Не знаю, градусов 10-12, наверное. И учитывая, что я уже долго иду с рюкзаком и зажарился, то так и тянет искупаться. Но делать я, конечно же, этого не буду, потому что, во-первых, очень сильные волны.
поранишься о камни. Ну, во-вторых, все-таки будет очень холодно, когда вылезу. У меня нет ни полотенчика, ничего. Ух! Ух! Блин, волна добивает. Карабкаемся, чтобы не залило. Ну вот я, собственно, обошел заповедное урочище Алчак-Кая. Вот она за моей спиной осталась. И сейчас иду к интересному одному местечку. Здесь находятся идолы с острова Пасхи. Ну так написано на картах Maps.me. На самом деле, конечно же, это просто нечто похожее на статуи с того острова. Так сказать, достопримечательность местного разлива. Ну что, мой друг, стоишь, грустишь. У нас пришла зима, пропало лето. Да. Фух. Так, ну ладно. С каменными истуканами с острова Пасхи разобрались. Двигаемся дальше на мыс Меганом. Вот туда куда-то. Друзья мои, поднялся просто дичайший ветер на побережье. Меня тут сдувает. Одел штормовку. Продолжаю движение вдоль пляжа. И тут какая-то эпичная заброшка на моем пути возникла. Ох. Непонятно, что это было. Это вот такое вот овальное сооружение без крыши. Да. Явно, что это что-то нежилое. А какого-то, не знаю, технического приспособления. Ух ты! Где? Вообще, конечно, жесть. Учитывая, что, ух ты, вот это да, какие-то колодцы. Атмосферное местечко. Тут еще, кстати, второй этаж есть. Что-то стрёмно немножко было, услышал, капает вода, и стало стремновато. А вот это... А вот это, судя по постаментам, вот этим вот, это у нас под дизель-генераторы, места установки. Ого. Ого. Вот это да. Есть мнение, что это какая-то электростанция должна была быть. Судя по всему. Ну, не атомная точно. Потому что, кстати, атомная электростанция планировалась в Крыму, и она находится рядом с Керчью. На Азовском побережье. Здесь, конечно, тоже что-то такое эпичное, но непонятно что. Да. В общем, полная разруха. Все, я прошел здание насквозь, вышел с другой его стороны. Смотрите, какие следы обнаружил, спустился вниз. Здоровые, мощные лапы. А вдруг это волк? Вон.
лапа с человеческую. Вы прикиньте, размер с человеческую руку. Наверное, здесь ходит собака Баскервилей и охраняет эту заброшку от непрошенных гостей. Снова коняшки попались на моем пути, так же как и на плато над Алуштой. Мирно пасутся на берегу моря. Так, ветер все не унимается, не знаю, слышно ли что-нибудь вообще или нет в микрофон. Ну а мы с вами двигаемся в сторону мыса Меганом. Дорогу мне все-таки преградила какая-то территория с застройкой. Судя по моим СМИ, это произведение искусства написано. Таврида Арт. Вот. Ну, собственно, здесь, не знаю, какой-то жилой комплекс, наверное, либо турбаза. Все-таки пришлось выйти на трассу, чтобы обойти эту богадельню. Вот. Но на самом деле я сперва посчитал, что это какая-то турбаза, но это, скорее всего, какой-то развлекательный комплекс. Вот я иду, собственно, вдоль него. И тут какие-то зверушки с надписями. В общем, какая-то игровая история а-ля квест, наверное. Сложно сказать. На моем СМИ по этому поводу ничего не подписано, а интернета у меня нету, чтобы загуглить. А вот слева с дороги увидел буковку М московского метро, обозначуху. И там виднеется какой-то даже поезд. Дойду, посмотрю, что же это такое за интересный артефакт. Так, ну в общем, вот подошел к этому месту. И это просто граффити на стене, которая заделывает небольшой тоннельчик или пещеру. Ну что-то здесь, в общем, было такое. Вот. И это отверстие забутовали и на стене выполнили граффити в виде поезда метро. Поезд метро, надо сказать, движется, точнее, состав Выхина. Ну вот, рядышком с тем гротом или пещерой, которая заделана граффити метро, располагается вторая. Она, конечно, завалена. Ой. Ну тут какие-то катакомбы. Собственно, там тупик. Фу. Запах здесь адский, конечно. Фу, дальше не полезу. Жесть. Видимо, какие-то были погреба или что-то типа того. Может, укрепления. Вот. Ну, сейчас все заброшено абсолютно. Ой. Фу. Запах смрадный там. Вообще капец. Ладно, продолжаем свое движение на Меганом. Отошел с трассы до ветру и увидел еще одну какую-то пещерку. Решил заглянуть, что это такое. Ну интересно, просто гротик, промытый водой, либо выдуванный ветром. Так, новые водные данные. Мыс Меганом я решил обходить. Во-первых, потому что здесь полным ходом идет стройка.
государство в очередной раз и еще один кусок лакомой земли у самого моря решило прибрать к рукам. Вот уже, как видите, поставили заборы, и километра 3, наверное, идет нескончаемая стройка. Вот. Это первая причина. А вторая то, что очень сильно портится погода. Скоро, возможно, пойдет сильный ливень. И отягощается это еще все ветром. А на мысу негде будет спрятаться, деревьев нету, открытое пространство, да еще и высоко. Вот. И меня оттуда попросту сдует. Ну или как минимум я замерзну. Так что Меганом я сейчас обойду и за ним подойду к морю опять. Там еще будет места красивые, где поснимать. Так что, в принципе, я не расстраиваюсь. Зато, возможно, у меня появится возможность где-то поставить палатку, если вдруг ливанет. Ну или просто спрятаться от дождя на остановке, либо еще под каким-нибудь навесом или укрытием. Так что вот. Наконец-то дошел до конца этого чертового забора, которое тут государство возвело и оттяпало себе лакомый кусочек побережья. Вот. И двигаюсь в сторону моря, чтобы начать обходить мыс Меганом. Сейчас посмотрю, что там за тропа. Если получится, то попробую дойти до маяка и где-нибудь там заночевать, возможно, если будет подходящее место. Ну вот, спустился к пляжу. Ветродуй здесь, конечно, вообще адский. И на море штормина вообще. Так, значит, по карте у нас тропинка идет прям по самому берегу вокруг мыса. А сейчас я подойду поближе, чтобы посмотреть, так ли это на самом деле, потому что издалека кажется, что гора очень крутая. И будет проблематично там карабкаться. Но не пройдя, не узнаешь, как говорится. Поэтому сейчас посмотрим. Дело вообще к вечеру. Блин, конечно, я очень переживаю на то, что если будет ли там место, где поставить палатку, чтобы ее просто не сдуло. Ветер просто адский. Вышел по берегу моря на мидийную ферму. Вот, здесь разводят мидии, по всей видимости. Сейчас надо искать тропу. По берегу у самой воды идти не решился, потому что шторм и вода прям доходит до края скалы. По колено залить может запросто, потом обувь и не просушишь ни носки, ни штаны, и ночью будет спать невозможно. Поэтому попробую сейчас забраться на скалу и пройти верхом. Конечно, подъем тут адский. Но надеюсь, что просто невысоко будет. Очень на это надеюсь. Ну что, ребята, те, кто меня сейчас смотрит, как думаете, стоят вот эти вот виды того, чтобы вот так вот карабкаться из последних сил, язык на плечо высунув? Я думаю, что если вы спросите меня, то однозначно стоит. Физические силы, они восполняются. А вот такие вот кадры, пейзажи, они навсегда останутся в памяти. Посмотрите, какая красота! Ну разве она того не стоит? Конечно, не стоит. Просто бомбический вид. Блин, еще бы чуть-чуть потеплей и чуть-чуть послабже ветер. И было бы вообще сказочно. Ну ладно, я не ропщу. Я доволен этим. Природы нет плохой погоды, как говорится.
Каждая погода хороша. И сейчас хорошо. Фух, только сил нет. Еще чуть-чуть сил. Надо сесть, отдохнуть с видом на море. Хотя бы пару минут. Вообще ноги не идут. За сегодня отдыхал всего 2 раза. Потому что очень-очень много надо пройти за эти 2 или 3 дня, пока не ударили морозы опять. До минус 11, напомню, обещают, поэтому это будет просто убийство. Убийство туристов. Как же хорошо сидеть, а не идти. Вот такой вид открывается с моего камешка, на котором я сейчас сижу. Бомба. Тут, кстати, природа уже изменилась, если заметили. То есть скалы рядом с Севастополем, Балаклавы и Ялты, они другие. Они такого желтого цвета и более твердые породы. А здесь более мягкие породы и такие графитово-зеленые. Ну, зеленые это трава, а сама земля, она такая пепельного цвета. Силы уже кончились давно. Иду исключительно на морально-волевых качествах. Карабкаюсь просто практически в отвесную стену. Посмотрите, какая за мной там просто пропасть. Фу. Справа долина и село, не помню как называется, слева бушующее море, а вверху еще десятки метров подъема. Жесть. Все, заслуженный привал. 10 минут. Но времени у меня все меньше и меньше. Сейчас осталось до заката. Мне бы хотелось перевалить через склон, чтобы уже там спускаться хотя бы. Странное все-таки существо человек. Пока идешь, лезешь в гору, карабкаешься, проклинаешь это восхождение. А потом, забравшись, сидя на камешке и любуясь открывшимся видом, наслаждаешься. И вполне доволен, что сделал это. Сердце стучит так, что вот этот вот передний рюкзак аж на груди вибрирует. Такие удары, что того и гляди, из груди выпрыгнет. Конечно, знатная кардионагрузочка получилась. Фух. А вот внизу белый домик виднеется. Это как раз ферма с мидиями, откуда я и начал свой подъем. Перед выходом на вершину Меганома мне как нельзя кстати попалась очень уютная ложбинка, закрывающая со всех сторон от ветра. И так как дело уже движется к ночи, я решил не искушать судьбу и поставить палатку именно здесь. Расположил ее рядом с небольшим деревцем. Фу, здесь вот вообще нет ветра, хотя с той стороны вот море, и оттуда прям задувает адскими порывами, если подняться буквально метров 50 на открытое место. Ну, надеюсь, ночь пройдет спокойно. Вот, хотя бы до 0 градусов. У меня будет силы на завтрашний марш-бросок. Вот, до Карадакского заповедника, кстати. Но сильно загадывать не будем, куда я там завтра дойду. Война, как говорится, план покажет, то бишь завтрашний день. А сейчас немножко отдохну и примусь за приготовление ужина. А вот небольшой лайфхак. Если палатка сырая, осталась с прошлой ночевки, то спать не будет очень некомфортно и холодно. Как эту ситуацию поправить? Можно на пару минут зажечь там внутри горелку. Она быстренько уберет влагу, и потом уже можно расстилать коврики и спальники. Как же все-таки здорово выползти из палатки и обнаружить зеленую травку и осенние листья вместо снега. Фух.
На самом деле сегодня теплый день, такой же, как и вчера. Я покидаю место своей стоянки и направляюсь в город Судак. Мы верим, что есть свобода, пока жива мечта. Верим в свою свободу, и будет так всегда. Не могу сказать, что на Меганоме выдалось доброе утро. Всю ночь шел дождь, а с утра поднялся снова очень сильный ветер, и даже в моей ложбинке все дико продувается. Я уже собрал лагерь и готов выдвинуться в путь. Надо скорее перевалить через вершину и спускаться вниз, пока меня отсюда окончательно не сдуло. Надо сказать, что сегодня 0 градусов не было, судя по тому, что вода в бутылке не замерзла. Но из-за сильного ветра было все-таки зябко. Я опять с носом укутался в спальник. И так было более-менее. Ну, а я уже начал свой подъем. Вот это первая горка, которая мне предстоит зайти. Кстати, высота Меганома всего 358 метров, и это по сравнению с той же самой высокой точкой Крыма, которая составляет 1550, по-моему, 1545. Хотя мой одометр показал 1655. Плевое дело. Но тут резкие подъемы, резкие спуски. Ну, до вершины мне Maps.me показывает час хода. Посмотрим. Фу. Только бы был бы поменьше ветер, а то прям до костей пронизывает, очень холодно. Поднялся на первую горку, и тут, конечно, адово задул ветер, потому что любые защитные преграды от него были удалены, и пришлось надеть перчатки. Руки моментально покраснели, скукожились и начали отмерзать. А вон там вот впереди даже чуть-чуть проглядывает солнышко в облачках, но это буквально маленькое окошечко, поэтому надеяться, что погода улучшится, не стоит. Ну и снова, как и во многих местах, присутствует абандончик. Раздестроенные здания какие-то, сооружения, а рядом с ними стоит действующая антенна, наверное, сотовой связи, хотя там он и радарчик, вроде радар висит, но не крутится, не знаю, может быть, тоже уже не действующая антенна. Фу. В общем, когда-то была огороженная территория с колючей проволокой, но сейчас, естественно, все столбики упали, проволока порвалась или порвали. Ну и, в общем, царит полное запустение. Ну все, спускаюсь с мыса Меганом вниз в поселок Бугас. Кстати, интересный факт, что на вершине Меганома находится ветряная электростанция. Правда, работает из нескольких десятков ветряков всего лишь один почему-то. Спускаюсь с другого склона. Ветер по-прежнему дует, никуда не делся.
В общем, продолжаю свой путь. Так, спустился к автомобильной дороге, ведущей в Магаз поселок, он за моей спиной. Но я туда решил не идти, поскольку, в принципе, там смотреть нечего. Я его помню еще когда на лодке шел вокруг Крыма. А пройду немножко от поселка и буду уходить вправо, вот через эту горку к морю, в село Прибрежное, по-моему, называется. Да, село называется Прибрежное, и уже там я спущусь снова к морю и последую вдоль него. Погода, кстати, стоит непонятная. Я бы назвал ее облачная с прояснениями. Вот сейчас вот спустился сюда вниз, здесь вроде ветра практически нет. Что, конечно, радует. Но тучки хмурые, и в любой момент все-таки может пойти дождик. Что не радует. Но пока его нет, радуемся и идем вперед. Вот огибаем вот эту вот с вами горочку. И за ней будем постепенно опять подниматься. Тут уже горки такие совсем маленькие. По 130, там, 200 максимум метров. Самое высокое, что встретится на моем пути, будет 213, по-моему. Вот через нее я пойду. Оттуда уже будет видно море, наверное. Ну и дальше уже там Прибрежное. Опять вниз. Тишина, конечно, потрясающая. Такое впечатление, что Крым вообще вымер. Сейчас вот пока спустился вот с тех гор и прошел по дороге, может быть, метров 500. Проехала всего одна машина. Не, ну даже побольше, чем 500, может, километр. И пока спускался, смотрел. Вот сейчас смотрю на дорогу. С полчаса точно. Уже времени прошло. Один автомобиль. Людей вообще нигде не видно. Ну, для нас с вами, наверное, это даже к лучшему. Можем идти спокойненько. Ничто нас не отвлекает от любования природой. А природа все-таки в Крыму достойное восхищение. Дорога вошла в каньончик и пошел пока что плавный набор высоты. До 200 метров, как я уже говорил, там пик будет. Вот, ну дальше вроде чуть-чуть покруче подъем станет, но не критично. А вон на горе виднеется, собственно говоря, ветряная вот эта электростанция, мимо которой я прошел и спустился, соответственно, вот сюда вот, в долину. Но, повторюсь, там я не снимал, потому что, ну, мало ли, вдруг там стратегический объект, еще что-то. Прицепятся вояки, потом хер от них отделаешься. В общем, решил, что ничего ценного в этих кадрах нет. Судя по карте, вот нам туда, вверх. Это, наверное, и есть та вершинка в 200 с чем-то метров. Ой, ну тут опять очень резкий подъем какой-то. Ой, так не хочется туда грести. Сейчас станет жарко. Спотеешь, и куртку снимать вроде холодно. Ладно. Сколько уж вершин взяли, уж, наверное, на эту небольшую поднимемся. Конечно, просто уже столько пройдено, что хотелось бы, чтобы тропа шла только вниз. Уже как бы под конец похода, чтобы был отдых, а не Рубилово. Но что есть, то есть. Я не жалуюсь. Решил чуть-чуть сместиться влево и пойти траверсом, а не прямо в лоб на вершину, так гораздо легче. Ну и вот, слева от склона виднеются километры виноградников. Тут, кстати, винный завод
в этом прибрежном как раз. Возможно, это виноградники этого самого завода. А может быть и частные. Сложно сказать. Вот. Ну вот и вершина. Ветризина здесь, конечно, просто сумасшедший. Но это, похоже, не основная, потому что вон там вот горка повыше. Идем. О, сдувает нафиг. Вообще жесть. Вторая вершинка взята. Тут снова дует жесточайший ветер. Снова открываются классные виды на виноградники и, возможно, на село Прибрежное. Вот это вот может быть уже оно. Собственно, куда я и держу путь. А вот эта вот ниточка тропы, по которой я пришел, просматривается на гребне. А вот вдалеке виднеется гладь озера Бугас и соседний горный хребет. Правда, он совсем весь в дымке и практически ничего не видно. А справа от меня виднеется горный распадок, через который уже видно море. Сейчас я поднимусь в горку, начну спуск и как раз выйду на побережье. Никак все не могу спуститься с горок. Знаете, они как матрешка. За одной вырастает вторая, за ней третья, за ней четвертая и так далее. Ну вот самая высокая вроде бы пройдена, как раз 213 метров, вон где антенна стоит за моей спиной. И отсюда открывается вид на Прибрежное. Фух, ну все, судя по всему, последняя горка на моем пути 204 метра. И начинается спуск в Прибрежное. Собственно, справа уже видно море. Я уже подошел к нему вплотную. С другой стороны практически холма у нас открывается вид на Прибрежное. Возможно, это и не Прибрежное, потому что она сейчас не на, как бы не комично звучало, не на берегу находится. Сейчас посмотрел по карте, скорее всего, это Солнечная долина называется поселок. А Прибрежное находится после него. Но они рядышком совсем располагаются друг от друга. Вот, но долина что-то какая-то, прямо скажем, не солнечная. Хотя чуть-чуть солнышко туда все-таки попадает. А вот, собственно, и Прибрежное открылось нашему с вами взору. Ладно, залипать на вершине долго не буду, уж больно сильно дует. Поэтому спускаюсь вниз, там уже немножко передохну. Сориентируюсь с картой и посмотрю, где запланировать место для ночлега. Вот она, тропинка идет моя вниз. Довольно круто. Собственно, у подножья находится Прибрежное. А вот там в дымке виднеется скала, это Карадак. Ой, точнее, мыс Орджоникидзе, или как оно там
а Кардахский заповедник перед ним должен быть. Ух, какая узенькая тропочка с обрывчиком. С обрывчиком. Ух ты! Ух ты, ух ты! Здесь, если размоет дождичком, то можно очень быстро уехать вон туда, в распадочек. Надо бы идти предельно аккуратно и предельно собрано. Еще при этом умудриться снимать. Красиво все-таки. Перед озером винограднички, долинка, море, горы, ляпота. Все, наконец-то слез с этой верхотуры. На крутом спуске очень сильно забиваются колени. Вот, и боль такая очень ощутимая. Прям спускаться тяжелее. Подниматься мне гораздо проще. В том плане, что никаких болей нет. Но тяжелее просто из-за того, что тяжело. Извините за тавтологию. А сейчас я выхожу, значит, к виноградникам. И вдоль них на большую дорогу выйду. И там уже вот до моря каких-то 100 метров рукой подать. Тут, кстати, как и ожидалось, ветер подстих. Он, конечно, есть, но уже не такой вымораживающий, как наверху. Поэтому гораздо проще идти. Сейчас рассказываю прикол. Вот сзади меня гора, и там огорожена забором. Это, оказывается, какие-то частные виноградники. И с горы, вот, я спустился именно туда. Прошел вдоль забора, вылаза нету. Ворота закрыты. А еще пока шел, видел несколько будок для собак. Но они оказались пустыми. Хорошо, я с ними не разминулся. Точнее, хорошо, что разминулся, а не встретился там на территории. Иначе была бы жесть. Но, собственно, пока никого не было, быстренько, без палева, я через этот забор перемахнул. И иду, как будто ни в чем не бывало. Вот. Ну а какие были варианты? По-другому не так. Вот тут везде запретная зона. А вот эта вот площадка, это место кемпинга. Не знаю, функционирует ли он летом или нет, но тут уже вот строят дома прямо на этой же площадке. Наверное, скоро этой земли не будет. Ибо нахрена эти кемперы-туристы, если можно здесь забабахать свой дом. Но тем временем мы уже выходим к морю. Сейчас посмотрим, можно ли пройти дальше вдоль набережной, или все-таки придется опять забираться в горы. Вот на берегу стоит одинокая лавочка. Никто на ней не качается. Туристов нет. Зима. Вдоль моря идет улочка, где располагаются всякие торговые палатки, кафешки, всякая прочая техническая застройка. Но сейчас, как вы видите, все закрыто. Абсолютно все. Вино на разлив. Защитная прибрежная полоса, охраняемая государством. Вон, кстати, завод «Солнечная долина». Винный заводик. И, собственно, это ее там виноградники вокруг. Ну, а мы с вами идем вдоль моря и посмотрим, куда нас выведет эта дорожка. Ну, мне, по идее, все правильно туда, лишь бы там не было, опять-таки, какого-нибудь шлагбаума и частной территории. А так направление верное.
бетонный постаментик пойдет понад пляжем, а он уже дорога. Ну и в общем все довольно грустно выглядит. Я вот это место четко помню, когда шел вокруг Крыма на байдарке. Здесь я где-то причаливал и готовил еду. Ну вот, конечно, пример разрухи слева. Вот. Ничего не обустроено, развалено давно, ничего не делается. И здесь вот, собственно, среди этого мрака господа отдыхающие приезжают и загорают и купаются, наверное. Не знаю. Не понимаю этого кайфа. Вот сейчас вот будет видна вся, собственно, набережная. По мне, отдыхать в таких условиях смысла никакого не имеет. А вот рядом с прибрежным находится кемпинг в небольшой долине. Вот тут под деревьями место под палатки. И, соответственно, сразу море. Ну а какой кемпинг без заброшки? Поэтому рядом, естественно, абандончик. Давайте быстренько взглянем одним глазком на то, что здесь было раньше. Заметьте, все выложено кафелем. Здесь на улицу кафельная зона, и здесь тоже плиточка. Ну, скорее всего, это было кафе. Вот здесь вот готовили. Кухня была, туалеты всякие, помещения. А здесь уже стояли, наверное, столики, и люди столовались. Ну все, пора спускаться к морю, идти вдоль пляжа по побережью, чтобы искать место под палаточку. Сейчас я решил забраться на небольшой пригорок. Здесь, судя по картам Maps.me, должна быть вертолетная площадка. Вот там где-то, но что-то не похоже. Ну и вот оно, морюшко. Раз уж все-таки спустился к морю, то решил идти прямо непосредственно по линии прибоя. Тут главное, чтобы меня опять не залило. Ну, точнее, не опять, а не залило. Вот. Ну, тут, конечно, чувствуется запах уже такой специфический водорослей и соленой воды. Вот, кстати, они на берегу рыжие. Галька шуршит под ногами. Класс! Море — это всегда классно. В любой стране и в любую погоду, я считаю. Ой, что-то вода близко так подбирается. Это самое классное море пытается меня лизнуть своей холодной водичкой, но нам этого не надо. У меня место на флешке осталось всего на 10 минут, так что до установки лагеря, наверное, буду уже снимать мало, чтобы запечатлеть побольше всего интересного. Ну, то есть буду снимать только в интересных местах. Ну, а пока иду под берегом. Впереди вон скалка нависает. Огибаю мыс, выдающийся немножко в море. Тут булыжники пошли просто огромные, видимо. Откалываются и падают. Не знаю, может быть тут меньше вода их перемалывает, но идти неудобно. Слишком они здоровые. Ой! Тут нашему взору открываются пляжи. Пустые и дикие. Да, пляж действительно классный. И заметьте, что он песчаный.
Все, галька осталась в прошлом. Дальше до самой Керчи и Керченского пролива будет только песок. Блин, было бы потеплее, можно было бы искупаться. Классно, конечно. Но нет. На улице дубак неимоверный просто. Ни о каком купании речь идти не может. Когда я поднимался в горы и шел там по самым вершинам, я говорил, что я властелин мира. Ну, а здесь, судя этой же логике, следуя этой же логике, я властелин моря или морей. Че уж там мелочиться. Ну, пока вот Черное море, и оно только мое. Ну и ваши друзья тоже, потому что вы же смотрите и путешествуете как бы вместе со мной. Я надеюсь, у меня получается вам передать всю атмосферу и эмоции, которые я испытываю. Кстати, по всему берегу, вот слева, оборудованы такие залазы, ступенечки, выложенные камешками, либо выдолбленные в земле, и там, собственно, полянка для палаток. Вот, собственно, о чем я и говорил. Здесь вон даже камешками выложены места под палаточки, как бы. Получается действительно классно. У тебя стоит палаточка на террасе такой, метр высоко, прямо у самого моря. Ты раз спрыгнул и окунулся в теплую водичку. Но, как видим, это не наш случай сейчас. Вот тут, если посмотреть в сторону курортного, вон оно там виднеется. Как раз вот и идут эти дикие пляжи для отдыха кемпингом. И вот где-то, не доходя, собственно, этого самого курортного, мне и нужно будет разбить свой лагерь. Времени осталось всего 4 минуты для записи, поэтому, наверное, попрощаемся с вами до установки лагеря. Запишу уже крайнее видео оттуда и буду скидывать видео с флешки на ноут в палатке. А вот тут какой-то обустроенный кемпинг. Может, образовался куча всякого шматья. Может, конечно, брошенный. А может быть и действующий. Какой-нибудь бич живет на побережье. Ну и сейчас это, конечно, тут кемпинг вокруг. Но когда-то это было что-то непонятное. Вот эти азиатская архитектура, вот эти арки в стиле Узбекистана. Вот тут даже фонтанчик перед этим всем когда-то был. И какие-то 2 арки с орнаментом. Да, интересно. Так, ну что ж, время движется к 5 часам вечера. И я нашел себе место для ночлега. Вот в небольшой расщелине под скалой. Туда же специально оборудованное местечко уже есть, выложенный камнями такой постаментик и ровная площадочка под палаточку. И у меня здесь прям с терраски вид на море. Как нельзя вовремя расположился, потому что начинается дождь, все небо заволокло тучами, и ночью, судя по всему, будет ливень. Вот. Так что буду греться, ночевать, а завтра опять в путь. Друзья мои, как вы думаете, что может быть лучше утра на море? Правильно, только теплое утро на море. Однако сегодня я снова замерз. Сейчас, относительно раннее утро, 8 часов. На море пока что царит спокойствие. А в горах, между прочим, так и вовсе выпал снег.
Покажу чуть позже, как выползу из палатки, а пока готовлю себе традиционный тропический завтрак. Почему тропический, спросите вы? Да потому что он готовится на пешеходной тропе, поэтому и тропический. Мы верим, что есть свобода, пока жива мечта. Верим в свою свободу, и будет так всегда. Так, ну что ж, как можно оперативнее я собрался и покидаю место своей стоянки. Первым делом, друзья, мы с вами отправляемся по берегу моря в село Курортное, а затем нас ждет Коктебель. Как же всегда, утром тяжело идется первая сотня, может быть, пару сотен метров, когда организм еще не проснулся и не включился в работу. Ой. А учитывая то, что по ночам еще и мерзнешь, то как бы вдвойне тяжелее просыпаться. А между прочим, вот там вот этот снежный хребет, это и есть заповедник Карадак, в который мне нужно попасть. Ну, точнее, через него перейти в Коктебель. Всегда, когда иду по прибрежной полосе, невольно задаюсь вопросом, не смоет ли меня с нее волна, потому что местами она довольно сильно подходит к берегу, близко точнее. Вот. И второй момент, то, что довольно тяжело идти по песку. Ботинки проваливаются, он же мокрый, и как бы эффект засасывания наблюдается. И устаешь гораздо быстрее, чем по твердой поверхности. Смотрите, какое-то жилище мне попалось. И топится печка, развивается флаг. Кто-то здесь живет. А живет здесь, судя по выложенным барельефом камнями на скале, пират. Целый дом построен. Еще с хозяйственными пристройками, еще и территорией обделанной. Тут лавочки, стульчики, всякие выложенные камнем другие постройки. Может быть, даже баня есть, скорее всего. Ну, в общем, кто-то обустроился надолго и с комфортом. Фильм снимаю. Фильм. Артем. Ой, да и мне тороплюсь на самом деле. Спасибо огромное, но я пойду. Мне до Коктебеля надо дойти. Тут 15... Сколько тебе надо? Опаздываешь, что ли? Но мне сегодня до Коктебель надо. Так сегодня это тут... Это 15 километров. А? 15. Пешком? Ну, А, с рюкзаком тяжелым. а где есть что покурить? Я не курю. Сам ты откуда, Тём? Из Владимира. А? Из Владимира. Ну, сколько, Маркова? Ну, дай поздороваемся, хоть поднимем. Не укусит? Не, она на ступе. А вот, кстати, хозяин вышел, увидел, видимо, меня. Решил я подняться на 2 секунды, поздороваться. Слушай, а погодка чудная, Да вообще жесть. да? Жесть, какая красота. Не, ну красота-то красота. Я-то уже мерзну день 5. С гор начал. А ты без первоберя, что ли? Да. У меня летняя куртка и это. Дай термуху. Да не, спасибо. Как зовут? Меня Эдик. Эдик, да? А ну уже познакомимся, я сказал, что Артем. Ты здесь постоянно живешь? Ну, пока не выгоняет, хорошо. А, да, класс. постоянно. класс. Я уже отметил такое, говорю, монументальное жилище, прям конкретное. Это такое. глобально. Это, знаешь, когда летом делать нечего, потихонечку камушек. Ну, не все ж бухают, надо хоть да. что-то и поделать. Ну слушай, ну не палатка же, я имею в виду, что печка есть, и каменные стены. Тут все так облагорожено. Так это лет 15 уже люди хоботят. А, да? Конечно. Тут еще при Украине все это было сделано. А, ну вот Эдик говорит, что это не он совсем. Дорабатывает, да, дорабатываешь. А построили, там начали камушек, строить. Там камушек, Ага. все сделано. Ну как камушек. Хочется беленький положить, чтоб пьяные дорогу видели. Ну понятно. А сам откуда? Вообще, из Крыма? Не, у меня вообще я с крымскими даже не общаюсь. А откуда? Где родился или Да, что? да. Да, есть такой город странный, Череповец. Да, так это рядом, почти... Да нет, спасибо, лучше сюда. Не, ну почти земляки. Видишь, здесь снег лежит. Да. Так это в этом году, вот, может, 3-й раз так. Да. Первый раз
Выпал Ага. 20 декабря, на мой день рождения как раз. Вот здесь снег, это же здорово. А Чебраце он черный, да? Ага. Нет, спасибо, я уже здесь, знаешь. Ну вот чем еще ценные путешествия, что никогда не знаешь, кого увидишь, с кем повстречаешься. И иной раз попадаются очень интересные люди. Ну вот с Эдиком долго заобщиваться я не стал, потому что сегодня мне надо все-таки прийти в Коктебель, мне эти морозы уже достали. Больше что-то не хочется мерзнуть, а тут затрындишься за кофе и полдня, в общем, потеряешь. Так вот, что я хотел сказать. Про Эдика я толком-то ничего не узнал, но зато вот, когда я обходил Крым на байдарке, я встретил просто удивительного человека. Он тоже шел на байде, на пластиковой. У него парализованы ноги, то есть это бывший альпинист, который упал на параплане, сломал позвоночник. Врачи говорили, что он вообще не будет ходить, однако вот он даже после этого лазил по скалам, занял какое-то место на чемпионате, по-моему, то ли мира, то ли Украины, и потом пересел на каяк и стал каждый год плавать вокруг Крыма. Сейчас, кстати, с моря вышло солнышко, осветило все ярким светом. И на секунду может показаться, что прям очень тепло и рай. Ну, на самом деле, нет, конечно. И на контрасте со всем этим в горах еще лежит снег. Очень интересная погодка мне досталась. А вот еще один домик на побережье, но этот пустует, без хозяина сейчас. Как же все-таки, друзья, здорово, когда светит яркое солнце. И пускай она почти совсем не греет, зато настроение и бодрости добавляет здорово. Сразу хочется что-то делать, куда-то идти, творить, путешествовать. В общем, кайф, одним словом. А вот впереди у нас, кстати, и третье строение появилось. Место, в общем, популярное среди кемперов. Ну или отшельников, как в данном случае дядька живет круглый год. Хотя это больше похоже на кафе, ларек пивной, да, скорее всего. А может и нет. Пирожки, самса, чай, кофе, напитки, пиво. Интересно, мне сейчас подадут все эти блага человечества или нет? Скорее всего, нет. Все закрыто. В общем, это все продолжается место вот этого самого кемпинга. Тут несколько пляжей, подписанных на карте. Даже вот есть маленький Гоа, а это как раз вот эта кафешка и называется маленький Гоа. Маленький Гоа в Большом Крыму. Ага, а ночью-то был все-таки минус. Лужи замерзли. То-то я замерз. Не мудрено.
Смотрите, как эпично туалет смотрится на фоне гор. Романтика. Это вам не квартирный клозет. А вот, собственно, и штендер, который гласит, что мы с вами находимся в ландшафтно-рекреационном парке Лисья бухта. Особо охраняемая государством территория. Это вам не жук лапкой потрогал. Это заповедник. Но действительно красиво. Действительно красиво. Ничего не скажешь. Выбросил сейчас свой мусор в мусорный бак и обнаружил, что на нем написано «Русские деликатесы и констовары». Да. Ну, может быть. Проверять я, конечно же, это не буду. Ну, а в это место вообще приводит, как мы видим, автомобильная дорога, поэтому место очень популярное сезонно у туристов и битком забито отдыхающими во время сезона. Все-таки пронизывающий ветер меня одолел, особенно вблизи моря, и я решил надеть ветровку. Вот, все-таки прохладно. Ну а тем временем я продолжаю свой путь в сторону курортного. И тут снова дилемма. Идти ли мне верхом по скалам, либо вот вдоль моря. Вдоль моря вроде как есть нахоженная тропинка, и Maps.me показывает вроде как этот путь. Но не знаю. Стремновато здесь, конечно. То, что очень близко вода подходит, и то, что не очень неудобно идти по этим булыжникам. Но вот слева с гор встречаются оползни, сползает почва сюда на тропу. Вот один раз преграждала путь, пришлось ее обходить. Ну, там впереди у нас камешки и должен быть мыс, обогнув который мы будем выходить уже в курортное. Вот смотрите, как интересно слоями залегают породы. Вот в этом обнажении видно, что впереди идет такая, ну, как сказать, мягкая каменная порода, потом идет пласт твердых каких-то камней шириной сантиметров 10, и потом уже идет рыхлая обычная земля. Вышел на мыс Крабий, и здесь он на камешках. Утки загорают. Ну, для них-то в перьях, наверное, тепло. Ой. Водичка совсем рядом подходит к тропке. Может и забрызгать ненароком. Ну, на камешке, как водится, граффити. Куда же без этого? Рисунки первобытных людей. О, а у нас тут открывается вид на курортное. Вот, собственно, путь мне преградила вот такая каменная стена. Надеюсь, там есть проход. И не придется как-то карабкаться в горы. Очень не хотелось бы. Вообще, смотрю, живопись здесь процветает. Очень популярны изваяния медуз почему-то. Ну вот, попался довольно симпатичный маяк. Да, проходик все-таки нашелся в расщелине между камнями, но очень узковато. И вот сейчас вот приходится протискиваться. Полезли. Ну, вроде сколько глаз хватает, проход все-таки есть. Очень хочется, чтобы все-таки он вывел меня в курортное.
Опа, Анапа. Скажу я с трапа. Вот это приехали. Вот этот булыжничек нехилый преградил нам дорогу. И путь только один. Вот в эту нору под нависающим камнем. Ну и, собственно, посмотрите размер этого лаза, учитывая, что я с рюкзаками. Ну, наверное, можно пролезть, но я даже не знаю, как при этом остаться хоть где-то чистым. Это же грязь. Сейчас была просто адова жесть. Мало того, что я пролез в ту нору, но так еще мне пришлось спуститься вот здесь вот. То есть, чтобы вы понимали, это просто грязища и скользкая глина. Я с двумя рюкзаками отсюда только что сполз. Это просто был какой-то трюк, достойный Копперфильда. Жесть. Так, 5 минут надо посидеть, отдохнуть, скинуть адреналин из крови. Фу. Потому что больше всего я боялся, что просто изложусь как свинтус, и вообще будет невозможно выйти потом к людям или там заселиться в отель, помыться-то негде. Ну и то, что разобью камеру, это самое главное, потому что было реально сложно. Ладно, сейчас меняю батарейку, первая уже села, и отправляюсь дальше. Ну вот, собственно, друзья, мы дошли до курортного. В самом поселке нам с вами ничего не нужно. Продукты у меня еще остались на пару дней. Воды тоже должно хватить. И сейчас транзитом двигаемся сразу в Карадакский заповедник. А вот еще одно памятное место, связанное с моим водным походом по Крыму на байдарке. Вот именно на этом пляже курортном я ставил палатку и ночевал одну из ночевок своих. Вот, прям вот где-то плюс-минус на этом месте, где сейчас и стою. Двигался я тогда от Керчи до Севастополя. И вот здесь вот было место одной из моих ночевок. А вот там вот в море виднеется какой-то артефакт затопленный. Ну что ж, курортное зимой, оно, как видите, совсем не курортное. Так же, как и в других подобных поселениях, абсолютно отсутствуют люди. Все заведения закрыты. В общем, Крым зимой спит на побережье. Инсталляция из дверей, пожалуйста. Выбирайте на любой вкус себе дверку. Вот так вот выглядит улица Курортная. Главная улица одноименного поселочка. Ни души. Я, наверное, вообще один в этом селении. Властелином мира я уже был, покорителем гор тоже. Теперь владелец целого городка. Единоличный. Мне реально такое странное ощущение, как будто в американских фильмах там Silent Hill или наподобие вроде как. Когда персонаж, главный герой, оказывается один в каком-то таинственном, мрачном месте. Ну, сейчас, правда, светит солнце, но если были бы облачка, было бы атмосферно. Как будто я реально один. А все люди куда-то подевались или вымерли. Так, ну вот на нашем пути возвышается Карадак. Собственно, на него нам и надо будет карабкаться. Опять у подножия горы стояли запрещающие знаки. Туда-сюда нельзя, никуда нельзя. Вот, возможно, здесь где-то обитают злобные лесники. Или егеря. Не знаю, сейчас вот подсек экологическую тропу, которая отмечена
на моем СМИ. Пробую по ней идти. Красота вокруг. Не заставляет себя долго ждать. Стоило чуть-чуть приподняться, и уже открываются бомбические виды. Вроде свежих следов не видно. Лыжи замерзшие, лед не провален. Отпечатков ботинок тоже вроде не видно. Поэтому есть шанс, что здесь никто не ходил. И удастся проскочить. Здесь тоже сейчас по-своему такой сказочный лес. Припорошенный снегом. Снег такой подмороженный, тверденький, хрустит под ногами. Деревца стоят, покрытые инеем и снегом. По обе сторонки тропинки, а впереди возвышаются отроги скал. Красота! Снимаю я мало, стараюсь идти очень быстро, в хорошем темпе, чтобы, во-первых, успеть до темноты спуститься в Кофтбель, а во-вторых, по возможности не запалиться. Если первый километр тропы шел довольно пологим, то вот сейчас начались крутые подъемы. Там где-то вверху должен быть перевал. Хотя еще даже, наверное, не близко. Не знаю. Отроги какие-то торчат, хребта, но это, скорее всего, еще не перевальная вершина. О, опять эти скользкие камни. Поваленные деревья, глина, это каша под ногами. В общем, все удовольствия опять, как я люблю. Фу. Да. Еще, конечно, рюкзаки добавляют. Кстати, следы какого-то маленького зверя ушного. Думаю, что это заяц. Скорее всего, зайка прыгайка тоже прыгал здесь на перевал. Деревья сейчас снежком посыпает обильно. О, посмотрите, как красиво. Снова не зря карабкался. Фу, такие кадры, чтобы показать вам, друзья. Снова посмотреть. Ой, блин. Опасно. Опасная тропка. А вот хорошо видно следы то ли зайки, то ли лисички. Истребитель какой-то надо мной летит. О, блин, капец. Фу, как же подъем кончится, а? Вышел на седловинку, и тут открылся вид на море через небольшое ущелье между
двумя скалами. Ну, а мне налево еще чуть-чуть вверх. И вот там уже, наверное, будет перевал, и тропа пойдет вниз. Да, виды, конечно, классные. Вообще, у меня за этот поход на самом деле видов набралось потрясающих. Просто море. Даже немножко глаз замылился, потому что куда ни плюнь, вот такая вот красота вокруг. Фу. В общем, поход, я считаю, удался на славу. Насмотрелся я природы вдоволь. Ну, надеюсь, и смог и вам показать всю красоту Крымского полуострова. Удивительно, но здесь наверху совсем нет ветра. Лежит снег, прохладненько, но ветра нет вообще. Полный штиль. Даже как-то непривычно. Учитывая то, что всегда, куда я поднимался в верхотуру, дуло так, что выстужало до костей. А тут прям сказочная тишина стоит. И можно спокойно насладиться окружающими красотами, не замерзая. Это здорово. Но, к сожалению, времени у меня рассиживаться нет. Надо идти дальше. И вот, похоже, мы преодолели перевальчик. И дальше тропа пойдет только вниз. Но учитывая, что пойдет она вниз очень резко, это не очень хорошо. Ввиду крутости и опасности спуска здесь провесили даже перила, за которые можно придерживаться. И это правильно, особенно... О! Вот! Правильно! Оступился. Ай, пошел экшен. Давненько я не падал. Фух, хорошо на рюкзак приземлился мягко. Ну вот, хотел показать спуск, показал. О, а там внизу классная арочка. Да, скалы, конечно, сила, ничего не скажешь. Еще бы лето было бы, не было бы вообще цены этому походу. Ну вот она, тропинка уходит вдоль скалы. Но нет, пожалуй, не буду снимать. Не хочется на этот раз урваться уже по-настоящему вот туда вот в ущелье. Поэтому сейчас камеру убираю, спокойненько спущусь. И дальше уже продолжу съемки. Миновал я тот опасный спуск. Но вопреки моим ожиданиям начался снова подъем. Так что наше с вами восхождение продолжается. Идем к настоящему перевалу. Вот с этой точки можно посмотреть на всю долину, из которой я вышел. Вон она там с самого низа от моря поднимаюсь. А перевал где-то вот там. Блин, еще как высоко-то, а? Высоты, кстати, здесь, если верить Maps.me, в районе 500 метров пики справа-слева. Ну, тропа идет, наверное, чуть пониже, но в целом порядок высот понятен.
Очередной классный viewpoint с торчащими останцами. Это вот ветер поработал и обтесал скалы вот до таких вот пальцев. Ну и здесь же прекрасный вид на Черное море. Что ж, пальцы остаются здесь, как и стоять, как и стояли до этого тысячи лет. А мы с вами продолжаем свой путь наверх. Вот туда, на самую верхотуру. Даже не присел ни разу отдохнуть. Хочется быстрее хотя бы начать спуск, и там уже спокойной душой можно позволить себе отдых. Просто не знаю, сколько по времени займет эта тропа. И надо по-любому дойти к вечеру. По любасу. Ночевать здесь не варик. Очень стрёмно. Ребзя, вы только гляньте на эту чудесную панораму. Ну вот, наконец-то я преодолел перевал, и моя тропка воссоединилась с какой-то грунтовой дорогой. И вот если посмотреть прямо вперед, то можно увидеть чудесную панораму Коктебеля. Ну что, ребята, без приключений не обошлось. Когда я спустился уже почти в самый Коктебель, на выходе с дороги меня ждал товарищ возле шлагбаума. Сказал, что меня уже поджидает, и ему звонили с военной базы. Это там, на Карадаке. Собственно, почти меня приняли. Но все-таки дядька оказался добрым и отпустил. Фу. Диспозиция следующая. Я зашел в первый попавшийся мне дом с надписью «Сдается жилье». Вышел очень приветливый мужичок. Сказал, что комнаты он не сдает, но посоветовал относительно недорогую гостиницу за 1000 рублей. Вот. Он дал воспользоваться своим Wi-Fi. Я зачекал, и действительно меньше тысячи здесь размещения нет в Коктебеле. Еще он поделился ценной информацией, то что из Феодосии должны ходить автобусы прямо в Сочи. Если это действительно так, то это круто. Завтра я отправляюсь в Феодосию и сажусь на автобус. Потому что в Крым окончательно пришла зима, очень холодно, и мне надоело мерзнуть. Я хочу греться, а в Сочи сейчас плюс 15. По пути в гостишку зашел на автовокзал, и злобный кассир очень неприветливо мне сказала, что она к автобусам до Феодосии отношения не имеет. Блин, а к каким она тогда автобусам имеет отношение? Я стесняюсь спросить. Если здесь самый ближний пункт, это как раз Феодосия и Судак, наверное. Ну ладно, хрен бы с ней. Сейчас заселюсь, отдохну. Завтра, все равно не сегодня ехать. Завтра вернусь, 100% в течение дня уеду. В гостиницу я заселился, закинул вещи и сейчас сходил в магазинчик, купил фанты, бутылочку пива, рыбки и семок. Буду релаксироваться. Ну а чуть позже подведем итоги, если я все-таки решу, что на этом мое большое пешее путешествие по большой крымской тропе заканчивается. Доброе утро, друзья! Я нахожусь на пляже города Коктебель. Передо мной плещутся волны Черного моря. Светит яркое, но, к сожалению, холодное солнце.
И на этой ноте я вынужден попрощаться с Крымом. Заканчивается мой пеший поход по большой крымской тропе, и можно подвести уже некоторые итоги. Считаю, что поход состоялся, и нам с вами удалось увидеть много всего интересного. Это и дикие животные в заповедниках Ялты, и прекрасные морские пейзажи, высокие и не очень горы, тенистые леса и бурные реки. Мы с вами побывали в самых разнообразных уголках полуострова, и в том числе в тех местах, в которых побывать как бы даже и нельзя. Пободались с егерями и лесниками, имели некоторые приключения с холодными зимними ночевками. За этот поход мы, по сути, прожили 3 сезона. На первом этапе путешествия от Севастополя до Ялты светило яркое солнце, мы наслаждались теплыми лучами солнышка и купались в Черном море. На втором этапе от Ялты до Алушты нас ждали дожди и таинственный туман в лесах заповедника. Ну а на третьем этапе от Алушты до Коктебеля мы с вами мерзли, засыпались ночью снегами, дрожали от холода в спальном мешке и прорывались через снежные горные хребты. Что ж, все хорошее когда-то заканчивается, но не заканчивается мое и наше с вами путешествие длиною в жизнь. Этот поход подошел к концу, но впереди следующие, еще более интересные. Поэтому подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и давайте путешествовать и дальше вместе. До новых встреч, друзья! До новых встреч!